До 1710 года здесь располагалось финское селение Сааремойс, оккупированное шведами, которые называли его на свой лад Сарес-Гов. Русские называли его Саарская мыза, затем Саарское село, превратившееся со временем в Царское село. В 1720 году рядом с дворцом был заложен парк. По преданию, Петр Великий собственноручно проложил некоторые его аллеи и посадил дубы и платаны. Екатерининский парк разделен на две части: регулярный голландский старый сад и пейзажный английский парк. Голландский старый сад является старейшей частью Екатерининского парка. Он был разбит в 1720-х годах на месте фруктового сада Саарские мызы. Руководили работами голландские садовники Роузен и Фохт. В 1743 году в царствовании императрицы Екатерины Петровны началась широкомасштабная реконструкция парка. Территория старого сада была расширена. Прогулка по старому саду Екатерининского парка. От города старый сад отделен каскадным каналом. Первоначально он был прорыт для осушения территории. В 1775-77 годах были сооружены 12 каскадов из пудовского известняка и гранитная набережная с витой оградой. В строительстве принимали участие архитекторы Ниелов, Фельтен, инженер Герард. Свое начало каскадный канал берет из клюва лебедя-фонтана около Екатерининского дворца. Для русской усадебной и загородной архитектуры 1760-70-х годов характерно увлечение формами готического и китайского искусства. Романтический сад должен был создавать иллюзию путешествия по разным странам. На берегу канала мы видим интересное сооружение в готическом стиле – Эрмитажную кухню, архитектор Ниелов. Она была построена в 1775-76 годах и использовалась по прямому назначению. Другое ее название – придворная булочная. Эрмитажная кухня также была въездом на территорию Екатерининского парка, поэтому ее также называли Красными воротами. Старый сад подразделяется на три участка. На первой террасе верхнего сада Фохт создал два симметричных партера прихотливым барочным узором из угля, кирпича, битого стекла и цветного песка. В центре установлены мраморные скульптуры «Мир» и «Великолепие». В 1720 году на третьем от дворца уступе старого голландского парка были устроены пруды, расположенные симметрично относительно центральной аллеи парка. На берегу зеркальных прудов стоит очень изящный парковый павильон. Он называется «Верхняя ванна». Ванна, построенная в 1777-79 годах архитектором Ниеловым, служила до последнего времени баней для лиц императорской семьи, пребывавших в Большом дворце. Илья Ниелов превратил сугубо служебное здание, дворцовую баню, в изящную парковую постройку. Архитектор поставил здание перед зеркалом существующего пруда прямоугольной формы, придав его берегам трапециевидные очертания. По вступлению на престол Елизавета Петровна приказала своему садовнику Ламберту обратить эту рощу в регулярный парк со стриженными прямыми аллеями. В
В этой части сада в 1744 году начата постройка Эрмитажа, одного из немногих сохранившихся памятников, построенных Растрелли. Зодчий писал: в конце старого сада, напротив большого царско-сельского дворца, построил я каменный Эрмитаж о 2 этажах с 4 павильонами, залой посередине и куполом сверху. Все его фасады снаружи имеют колоннады и статую. Вокруг великолепного строения вырыт канал с подъемным мостом и богатой балюстрадой. В указе императрицы Елизаветы Петровны от 1 декабря 1743 года дается подробное описание, каким должен быть павильон Эрмитаж и где его строить. Против средних палат, на середине перспективы в конце сада, за городьбой построить каменный дом, называемый Эрмитаж, и углам оного флигеля в 2 апартамента. Вокруг оного дома, около первого апартамента, балкон також, и ко флигелям переходы с балюстрадой. А внутри этого дома сделать подъемный стул вместо входа вверх, також и стол подъемный. Парковый павильон Эрмитаж, расположенный к юго-востоку на центральной оси Екатерининского дворца за Рыбным каналом, один из интереснейших памятников архитектуры русского барокко середины XVIII века. Он предназначался для развлечений в узком кругу приближенных. Летом 1749 года павильон был построен. Но в этом же году его фасады были переделаны в соответствии с разработанным проектом Растрелли. Идея Растрелли заключалась в том, чтобы сделать павильон как бы отголоском главного сооружения ансамбля – Екатерининского дворца. В соответствии с замыслом архитектора в 1751 году лепных дел мастера Джани и Портир установили 68 больших и малых капителей на колоннах и 28 на пилястрах фасада. Неповторимый почерк обер-архитектора императрицы Елизаветы Петровны передает исключительно сложные ракурсы, в которых здание представляет зрителю при ближайшем рассмотрении. Вырытый вокруг канал и дикая роща призваны были вселять чувство меланхолического уединения, настраивать на созерцательный лад и навевать воспоминания. В уединенном месте Эрмитажа любила бывать императрица Елизавета, а впоследствии и Екатерина в компании избранных вельмож и иностранных гостей. Там господствовала атмосфера нескончаемых праздников, беззаботного веселья. На небольшой площадке у Эрмитажной рощи у моста плотины между первым и вторым нижними каскадными прудами установлена Марийская или Малая Растральная колонна, один из памятников победам русской армии и флота. Марийская колонна, поставленная в 1771 году в честь победы при полуострове Морея в Средиземном море в феврале 1770 года, стала первым монументом царско-сельского сада императрицы. На юго-восточной окраине Екатерининского парка стоят монументальные чугунные ворота, сооруженные по проекту архитектора Стасова, установленные в 1817 году в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. Слова, любезным моим сослуживцам, принадлежат императору Александру I. Павильон Грот на северном берегу Большого пруда был возведен по велению Елизаветы Петровны архитектором Растрелли. Строительство началось весной 1749 года, но основные работы по возведению павильона проводились в 1755-56 годах
при императрице Елизавете Петровне, а завершились уже при Екатерине II в 1760-х годах. Грот состоит из 3 отделений – среднего и 2 боковых полукруглых. В XIX веке перед гротом был насыпан берег и устроена пристань, которую украсили 2 бронзовые статуи – умирающий гал и гладиатор. Внутри грота установлена статуя Екатерины Великой в образе Минервы, отлитая в 1789 году. Грот отличается прекрасной акустикой. От пристани у грота открывается великолепная панорама Большого пруда. Задуманная императрицей Екатериной II для прогулок и философских бесед и осуществленная Чарльзом Камероном, галерея расположена на склоне холма, на границе регулярной и пейзажной части Екатерининского парка. По высоте Камеронова галерея совпадает с Екатерининским дворцом, но из-за того, что она стоит на пологом склоне, высота ее нижнего этажа по мере удаления от дворца значительно возрастает за счет постепенного повышения цоколя. В 1780-90-х годах на галерее установили бронзовые бюсты, выполненные в литейной мастерской Санкт-Петербургской академии художеств. Уникальное скульптурное собрание, сохранившееся на своем историческом месте, избранном для него Екатериной II до наших дней. Императрица часто прогуливалась по галерее, говорила, что любит ее, и часто восхищалась открывающимися с нее видами. В одиночестве, в окружении бюстов великих предшественников, она размышляла над судьбой мира. Геркулес и Флора Форзенские украшают лестницу колоннады, установлены на пилонах лестницы. Скульптуры созданы в 1787-88 годах. Во второй половине XIX века коллекцию дополнили бронзовой моделью памятника Екатерине II.
Эта модель, Уже? уменьшенный авторский вариант памятника Екатерины II, установленный в 1873 году в Петербурге на Невском проспекте, рядом с публичной библиотекой. Ну а мы покидаем регулярный голландский старый сад и переходим в пейзажный английский парк. Из висячего сада, находящегося на террасе между Камероновой галереей, Зубовским флигелем и агатовыми комнатами, мы попадаем на пандус. Пологий спуск пандус был последним строительством Камерона, законченным при жизни Екатерины Великой. Иметь с висячего сада дополнительный спуск в Екатерининский парк императрица Екатерина II пожелала в начале 1792 года. Пандус образуют 7 понижающих арок сводов и 3 безарочных пилона. В замковых камнях арок с обеих сторон высечены маски античных богов – Юпитера, Юноны, Марса. Словно верные стражи они охраняют термы. Работы по пандусу были завершены в 1794 году. Первые годы царствования Екатерины II часть старого сада между Рамповой аллеей, являющейся продолжением пандуса, и под Капризовой дорогой, подверглась перепланировке по принципу пейзажного парка. Перед южным фасадом Зубовского флигеля был установлен большой луг, длиною более 200 метров с дорожками по сторонам. Название Зубовского флигель получил, потому что на его первом этаже были сооружены покои, которые предназначались для фаворитов Екатерины. Здесь поочередно размещались Потемкин, Ланской, Дмитриев, Мамонов, Зубов. В 1770 году Екатерина II устанавливает здесь один из первых мемориальных памятников в Царском Селе – Кагульский обелиск. Кагульский обелиск сооружен в честь победы русских войск над турками на реке Кагул. Об этом сообщает надпись на пьедестале на бронзовой доске, обращенной в сторону дворца. В глубине участка перед Кагульским обелиском находится пергола, открытая веранда в итальянском стиле. Сооружение представляет собой галерею, образованную каменными четырехугольными столбами, которые перекрыты такими же каменными брусьями. Столбы расположены по дуге. Растения для ее оформления, за неимением подходящих в царско-сельских оранжереях, были привезены из Петербургского ботанического сада. Этот павильон стоит вблизи границы Екатерининского и Александровского парков, рядом с Подкапризовой дорогой. В 1794-1800 годах Ниелов строит павильон «Вечерний зал», фасады и интерьеры которого оформляются колоннами с капителями в виде пальм со стволами, сделанными из бревен, обитых жестью с кронами. Позднее, в 1810-11 годах, это экзотическое оформление было заменено по проекту архитектора Руска более строгим в стиле классицизма, сохранившимся и поныне. Экзотический павильон, сооруженный по проекту Фельтона в 1778-86 годах, увенчан китайской кровлей и вышкой с флюгером в виде китайского знамени. При вращении по ветру флюгер издает громкий скрип, отсюда название беседки – скрипучая.
На острове, образованном сетью каналов, на который можно попасть по железному мостику с покрытием из чугунных плит, расположен концертный зал, почти совсем закрытый деревьями и кустами. В 1786 году остров был виден от самых дальних окон дворца. Все это место называлось Большой Луг. На зеленом холме в пейзажной части Екатерининского парка установлена ваза на высоком пьедестале с завершением в виде языка пламени. Это сооружение принято называть памятник Ланскому, фавориту Екатерины II. Расположена рядом с концертным залом кухня-руина, сооруженная в Кваренге в 1780-е годы, принадлежит к числу лучших произведений зодчего. При создании кухни-руины Кваренге воспользовался находившимся в его распоряжении фрагментами подлинных античных памятников. Имитация разрушенного памятника древности выполнена строителями кухни-руины с исключительным мастерством. По словам Горбаря, Кваренге построил руину такой чарующей и убедительной подлинности, что с трудом веришь в ее поддельность. В XVIII веке на протяжении 3 десятилетий на месте гранитной террасы существовала катальная горка или павильон «Катальная гора». На обширной площадке, образовавшейся на месте катальной горки и галереи, в начале 1800-х годов было решено построить большую гранитную террасу, проект которой разработал в 1809 году архитектор Русско. На постаментах балюстрады в 1850-х годах установили гальванопластические копии античных скульптур. Скульптуры сохранились и в настоящее время стоят на своих исторических местах. На спуске к Большому озеру стоит статуя императора Нервы, отлитая в 1752 году. Во времена Александра II здесь, среди украшающих ее цветников, охотно собиралась публика в определенные часы послушать игравший там по праздникам и по воскресеньям оркестр военной музыки. Фонтан-молочница, получившая известность как царскосельская статуя или девушка с кувшином, занимает особое место среди парковой скульптуры царского села. Это единственная скульптура, специально исполненная для Екатерининского парка и ставшая одним из символов города. В 2010 году исполнилось 300 лет царскому селу и 200 лет с того времени, как в Екатерининском парке появился этот необыкновенно романтический и загадочный фонтан, который не только украшает парк, но и является источником покоя и вдохновения. Этот прекрасный, удивительно спокойный уголок парка любим туристами и всегда пользуется особым вниманием приходящих сюда людей. Такое удивительное место требует почтительного и даже трепетного к себе отношения. Ведь не случайно мы снова и снова хотим сюда вернуться, чтобы еще раз увидеть, как дева над вечной струей вечно печально сидит. Зал на острову, так в XVIII веке назывался нарядный парковый павильон на одном из островов Большого пруда. Уже в 1723 году на острове был сооружен деревянный брусчатый восьмиугольный увеселительный павильон. С большой паромной пристани на берегу Большого пруда можно совершить паромную переправу на остров с посещением зала на острове. Паромная переправа, воссозданная в 1996 году. Чесменская колонна – памятник в честь морских побед русского оружия во время русско-турецкой войны 1768-74 годов. Колонна украшена рострами и увенчана орлом, символизируя победу России над Турцией. Царящий над колонной орел с головой, горделиво обращенный к турецкому полумесяцу, который он держит в лапе, целясь с него хищно раскрытым клювом, не только символизирует Россию,
будучи ее геральдическим животным, но и отсылает по созвучию к фамилии героя, в честь которого Екатерина II и воздвигла этот памятник – Алексею Орлова-Чесменского. Комплекс из 3 павильонов, издавна называемый Адмиралтейством, был возведен в 1773 году по проекту архитектора Ниелова на берегу Большого пруда, на месте деревянного шлюпочного сарая. Ансамбль строился летом 1773 года. Центральный двухэтажный прямоугольный корпус со ступенчатым фронтоном и примыкающими по сторонам круглыми башнями, где расположены гранитные винтовые лестницы, предназначался для хранения лодок и называется соответственно шлюпочный сарай. Вынесенный вперед центральный павильон был выделен по высоте ступенчатым фронтоном с флагштоком. Плоские фигурные ниши, выложенные в кирпичной кладке его башни, должны были по своему силуэту имитировать анкеры, характерные для построек Средневековья. Павильон «Турецкая баня», расположенный на небольшом полуострове на юго-западной части Большого пруда Екатерининского парка. Павильон был построен в 1852 году по велению Николая I в память о русско-турецкой войне 1828-29 годов и использовался как купальня. В Екатерининском парке на берегу Лебяжьего пруда среди окружающей зелени возвышается один из первых павильонов пляжной части парка – пирамида, выстроенная в неоготическом стиле. В художественной композиции этого павильона использованы пирамиды Цестия в Риме. Павильоны в виде пирамиды, древнего символа вечности, были распространены в европейских пейзажных парках. У подножия пирамиды с противоположной от входа стороны захоронены любимые собачки Екатерины II – Том, Андерсен, Демира и Дюшес. В 1780 году были установлены готические ворота, отлитые в Екатеринбурге по проекту Фельтона. Рисунок ворот архитектор заимствовал из английского альбома, посвященного готической архитектуре. В комплексе памятников русско-турецкой войны, возведенных в Екатерининском парке, важное место принадлежит монументальной и эффектной башне-руине. Башня-руина, построенная по проекту архитектора Фельтона в 1771 году, своего рода символ падения Оттоманской порты русско-турецкой войны в 1761 году. Победа России над турками поразила Европу и значительно увеличила ее международный престиж. Башня-руина, представляющая собой как бы часть погребенных под землей античных развалин с маленькой турецкой надстройкой, аллегория дремлющей под османской властью Великой Греции. Исторически башня служила видовой площадкой, а крепостная стена с главным входом в виде арки въезда и земляной насыпью использовалась для прогулок и увеселительных катаний. Башня-руина уже в XVIII веке стала одним из наиболее популярных сооружений царско-сельских парков, которые неоднократно изображали художники.
Гатчинские Орловские ворота установлены в юго-западной части Екатерининского парка рядом с башней руины. Сооружены по проекту архитектора Ринальди в 1777-82 годах на месте временной деревянной триумфальной арки, богато украшены и поставлены для временного проезда по шоссе в Гатчино. Императрица Екатерина II почтила одного из своих фаворитов этим прижизненным монументом в ознаменование успеха возглавленной им борьбы с эпидемией чумы, охватившей Москву в 1771 году. Красный турецкий каскад представляет собой плотину с двумя готическими башенками по сторонам, выполненную по проекту инженера Герарда, занимавшегося в 1770-х годах созданием системы плотин-каскадов для поддержания уровня воды в верхних прудах. Лучшим архитектурным произведением Ниелова, несомненно, является Новосибирская галерея или мраморный мостик, которым он творчески переработал мотивы великого мастера итальянского возрождения Палладио. В пейзажной части Екатерининского парка около Большого пруда находится мраморный Палладиев мост или Сибирская мраморная галерея. Мост поставлен над узкой протокой, соединяющей Большой пруд с несколькими прудами, вырытыми в 1769-70-х годах. Образцом для мраморного моста, сооруженного по модели Ниелова около 1778 года, послужили мосты в английских парках. Палладиев мост – одно из лучших украшений Екатерининского парка. Строгость пропорций, четкость и красота силуэта моста, отражающаяся в зеркальной глади озера, не исчерпывают его художественных достоинств. Художественное своеобразие этого памятника определяется строго классическими пропорциями его колоннад и арок, которые как бы парят в воздухе, придавая пейзажу неповторимое очарование.